сейчас в Сентаун, Коэкс-моле. Я сейчас увижу Кибома. Я увижу Ки, я не верю в это. Ребята, сейчас вот этот вот чувачок оживет. Не верю. Я случайно узнала, что есть билеты еще на эту встречу с ним. Мне кажется, мне сейчас станет плохо от счастья. Я даже не надеялась на то, что я смогу увидеть Ки, приехав в Корею. Ки издал какой-то набор, типа для скетчей, для художников, наверное. Тут типа карточка с ним в этом наборе, альбом, папка вот такая. Короче, прикольно все. Я не могу ничего вообще говорить, я вообще ничего не соображаю. О, люди покупают, кстати, все эти наборы. А сколько он стоит вообще? Этот набор стоит $36. Билет стоит 33. Сразу нашла свое место. Я сначала села там сзади, вообще в самом конце, потому что у меня место номер 17. Я села там, где написано 17. Но оказывается, что здесь еще по буквам места распределены, то есть 17L, 17M и по алфавиту. И тут я посмотрела на свою букву, и оказалось, что я сижу в середине зала, а не в конце. Теперь осталось только дождаться, когда погасит свет и появится Кибом. Я даже только что выпила какую-то хрень в СМ-кафе. Называется грейпфрутовый эйт. И знаете, что это оказалось? Это оказался спрайт с каким-то грейпфрутовым сиропом, короче. Я только что заплатила за спрайт $5, ребята. Зато у меня на чашечке была картонка с Эксо. Это я за это заплатила 5500 вон. 5 за спрайт. Вообще не знаю, можно ли тут снимать, но я снимаю. Знаете, в данный момент я вообще не жалею о том, что я одна. Обычно, когда в Корее что-то крутое происходит, я думаю, почему я одна? Вот бы быть с кем-то и проживать это. Но сейчас мне вообще плевать. Одна и не одна. Интересно, как он будет одет, как он будет привести, как он будет вообще говорить. Боже, мне все интересно. Уже я сейчас увижу своего биоса. Своего самого первого биоса. Хоть, признаюсь честно, последние полгода мне вообще было все равно на Ки. Если бы я попала на это событие полгода, может чуть больше, год назад, ох, ребята, я бы тут вообще, меня бы пришлось откачивать, наверное. Я теперь еще жалею, что у меня плохое зрение. И что у меня нет с собой очков для зрения, потому что Ки будет для меня немного расплывчат. Вот видите, ребята, берегите здоровье, как говорится, с молоду. Потом вот настанет такой момент, что вам надо будет кого-то увидеть, а вы такие, чувак, я тебя не вижу. 재밌는 이야기 몇 시간 동안 나눠볼 샤이니 키입니다. 반갑습니다.
На улице уже так потемнело. Давайте постоим еще здесь. Day 2. Day 3. Day 4. Сюда так просто не уйдешь. Тут, кстати, поставили игрушки с Эксо. И тут кому-нибудь захочется написать в комментарии, что я неправильно произношу название группы. Но знаете, мне все равно. Хотя, может, не так все равно, раз я записываю это аудио. Так, ладно, поехали дальше. Надо было снимать это днем, конечно, а не сейчас. Ну ладно. Здесь у нас Бэкюни, такой милаш. Тут у нас Тао? Что? Что-то не поняла я прикола. Чен у нас как работник электростанции. Ясно. Сухо. Сухо. В общем, я привыкла говорить сухо, но он сухо. У нас в гавайской темке одет. Такой ротик смешной. Хочется дать ему печеньку. Дио Марио у нас. Сыхун я не знаю кто. Либо какой-то полицейский, либо какой-то военный. Короче, вот Сыхун у нас вот. Смотрите, мы пара, мы в полосатых вещах. Капл. Очень Юля очень ухмылка такая, типа. Каюшка прекрасен, и он по блэку в черном костюмчике. Даже картонная версия Кая шикарна. Правда? Все, остался у нас Лэй. Мы так быстро всех обошли, ребят. Лэй любит цветочки садить, видите? Я сегодня видела бабушки цветочки в таких костюмах сажали на улицах. Ой, прелесть такая. И даже некого попросить сфоткать меня. Ну, хоть я на фоне их стою, что ли. Эта встреча с Ки длилась 2 часа. Представляете? Никто не фоткал Ки, никто его не снимал, поэтому я тоже решила быть приличной девочкой, не фоткать его и не снимать. А так руки чесались, конечно, достать фотик, но Ки был довольно близко, но все равно хотелось еще приблизить. Вот там по бокам были такие гигантские экраны, и на них был большой Ки. Вообще прикольная встреча, мне понравилось. Он рассказывал про фэшн, про одежду, рассказывал про работу со стилистами. Потом приходил дизайнер, с которым он сделал коллаборацию, и они тоже рассказывали что-то про одежду. Ну, это все, что я поняла. Вообще, Ки был очень милым. И первое, что он сделал, когда вышел на сцену, он начал ржать. На экранчиках показывали эскизы одежды Шайни с выступлений в Токио Дом. И вот он рассказывал, как делались эти все эскизы, эта вся одежда, как она придумывалась. Ки очень миленький в жизни, он очень красивый, он очень худой, у него очень худые ноги. Я просто в шоке с того, какие у него худые ноги. И он очень простой, он так по-миленькому сидел на стульчике, так сложив ручки. Не было какого-то такого, знаете, от него пафоса, типа я айдол. Очень простой, очень приятный. И, блин, Ки реально очень шикарный. И его смех просто, я не знаю, такой заразительный, хочется слушать его смех. Слушать вечно хочется его смех. Но я же так жалею, что нет ни одной фотки у меня. Ну, видео какое-то там есть. Но главное, я увидела Ки, я ехала ради Ки. Ради Ки, BTS, бла-бла-бла. Все, короче, я пошла, мне надо в метро. Вообще, я очень хочу есть, я очень хочу в туалет. Блин, так подождите, мне дофига ехать, мне что, терпеть это? Что мне делать? А, ладно, тут должны быть туалеты в метро. Видео очень интересное. Катя и туалет. Здесь туннельчик, и по бокам туннеля экраны очень большие, я сейчас покажу. И на них крутят рекламу разную. Мужичок. Я вот шла сегодня и думала о том, что, наверное, в Украине такого никогда не появится. Хотя это не очень круто, конечно, реклама повсюду получается, но мне нравится, я люблю продвинутость. Так, мне нужен туалет. Так, нет, подождите. Где же здесь вообще?
Я вижу только лифты для инвалидов. Туалета не вижу. Ладно, пошлите, я вам покажу, как работает карточка метро. Вообще вот такая карточка T-Money. Берешь карточку, перекладываешь. Так, все. Вон девушка. Ой, боже, чуть не упала. В полосатой кофточке. Мы с ней пара. А я еще не знаю, в какую мне сторону ехать. Я не знаю, в какую мне сторону ехать. Я не знаю, в какую мне сторону ехать. Если вы не знаете, как ориентироваться в сеульском метро, то вон сверху над дверью всегда написано, куда дальше едет поезд. Поэтому вы не потеряете. Ну, тут не так не потеряйтесь вы, короче. Телефон в кармане. Главное, мне даже мысли не возникло, типа, что мой телефон кто-то мог украсть. Это нереально. В Корее я иду по улице, реально на лавочке телефон чей-то лежит. Чувак просто отошел куда-то, видимо, и телефон оставил. Гандон — это улица для шопинга. Я прихожу сюда по вечерам, чтобы поездить, потому что здесь дешевая еда. Дешевая уличная еда. Тут вот куча еды, сыр. Просто тупо поджаренный сыр на палочке. Стоит $3. $3 за поджаренный сыр на палочке. Ну уж нет. Кстати, чапчи тоже стоит $3, но там такая большая довольно чашечка, миска, я не знаю, и наедаешься. Чапчи — это такая лапша с овощами в соевом соусе. Без мяса, поэтому я ем только чапчи тут. Ну и сладкую картошку покупаю. Только что вспомнила про наш вчерашний поход в кошачье кафе. Больше никогда в жизни не пойду в кошачье кафе, мне так кажется. Кстати, сегодня весь день корейцы меня пинают, толкают, я не знаю почему. Я люблю Мендон. Потому что я люблю здесь есть. Вот тут даже гранатовый сок есть. Гранатный, гранатовый. Тут много чего есть. Каштаны жарят, едят. Вот с китайской едой, но вообще там что-то китайское написано, вообще непонятно, что продается. One Etude House, One Republic, Nature Republic, One Republic. Вы слышите, что играет? В этих магазинах всегда классная музыка играет. А вон делают интересную такую типа цветную сладкую вату. Ну, короче, это сладкая вата, вот, с красителем. А справа там стоит чувак, который все время со мной здоровается. Он продает кей-поп атрибутику всякую, он все время мне hello, hello. Такой прикольный чувак. А еще бананы здесь жарят. Снять их, что ли, как они выглядят? Где чапчи, ёпарасоте? 하나 주세요. 네. Я же обещала, что я вернусь на Намсан, на Сеульскую башню. Я это сделала. Мы купили билет, а нам ждать 70 минут. Я просто в шоке. Я думала, что мы быстренько заползем на башенку и поедем на Хонде. А теперь нам ждать целых 70 минут. А еще мне плохо от этого спрайта. Я выпила, и мне аж тошно теперь. Жесть, заплатить за спрайт. Это просто, я не знаю. Надо реально написать книгу о моих приключениях в Сеуле. Купить спрайт за 5000 вон.